Тут бедность и преступность, а вот здесь уже безопасность и респектабельная жизнь. И никто не пытается решить любой конфликт через драку. Вас ограбят, как только вы выйдете из самолета. В центр города вышло почти 5 миллионов человек. Давки были огромные. На плече болталась сумка, подъехал велосипедист, выхватил сумку и умчался восвояси. В Аргентине ужасная преступность, и вас ограбят, как только вы выйдете из самолета. Или же здесь все тихо, уютно, спокойно и безопасно. Друзья, с вами Василий Карпук. Вы на канале Релоцированы, и сегодня мы будем разбираться с тем, насколько опасно жить в Буэнос-Айресе, сколько раз нас уже ограбили и как мы выживаем в этом страшном месте. В наших YouTube и Telegram каналах мы много рассказываем о том, как мы осваиваемся в Аргентине, какая это чудесная страна, что здесь можно увидеть, куда съездить и что посмотреть. Но регулярно прилетают комментарии типа «А правда, что там очень опасно?» или «Все здорово, но там ведь высокая преступность». А иногда даже обвиняют в том, что мы намеренно скрываем эту информацию. Я понял, что эта тема очень важна для тех, кто планирует переезд или путешествие в Аргентину, а многих даже останавливают от поездки сюда, и решил записать видео со своим мнением о том, насколько опасно здесь жить. Как мы знаем, есть ложь, большая ложь и статистика. Я посмотрел огромное количество отчетов, статистик, различных рейтингов, и по ним, к сожалению, невозможно составить корректное мнение о ситуации в городе и стране. Смотришь в них и не понимаешь, как же так. Как город Буэнос-Айрес считается более безопасным, чем Москва, но в рейтинге безопасности Россия находится выше, чем Аргентина. При этом преступлений происходит больше в Буэнос-Айресе. А тут вот какая штука. Для составления полной картинки в голове давайте разделим понятие преступности и безопасности на три составляющие. Первое – это количество убийств на 100 тысяч человек населения. Второе – это физическая безопасность. Ну а третье – это кражи и прочие мелкие преступления. И вот тут становится намного понятнее. Итак, количество убийств на душу населения в Аргентине меньше, чем в России. Причем, по той информации, которую я сумел найти, практически в 3 раза. То есть, если ваш основной страх – это опасение за собственную жизнь, то здесь совершенно нечего бояться. А с учетом того, что большинство этих убийств происходит в районах, где приличному человеку делать нечего, то все становится еще лучше. Второй показатель, который необходимо разобрать, это физическая безопасность. То есть могут ли вас покалечить в подворотне, избить в баре и тому подобное. У аргентинцев начисто отсутствует, как с друзьями ее называем, бытовая агрессия. На вас никто не станет бычить по пьяни, никто не пытается пристать к вам в баре и никто не пытается решить любой конфликт через драку. Это очень импонирует. Видели бы вы, что здесь творилось, когда Аргентина выиграла чемпионат мира. В центр города вышло почти 5 миллионов человек. Давки были огромные, пройти было практически невозможно. Но при этом никаких драк, никаких погромов, и это все при практически полном отсутствии полиции. Я не могу себе такое представить в России и в большинстве других стран мира. Ну и третья составляющая – это кражи. Вот тут Аргентина действительно забирает пальму первенства. Могут вырвать телефон, сумку, кошелек, но и здесь есть нюансы, которые требуют некоторого объяснения. Чтобы разобраться в ситуации с грабежом и понять, насколько это действительно опасно, необходимо понять следующее. В Буэнос-Айресе, в отличие от большинства городов, виденных мною, очень большая разница между районами города. Это разница в уровне жизни в этом районе, в его внешнем виде, в безопасности в этом районе и даже в ценах, как это неудивительно. И отличаться могут даже районы, которые непосредственно граничат друг с другом. Тут бедность и преступность, а вот здесь уже безопасность и респектабельная жизнь. И получается, что мы имеем следующую картину. Есть криминальные районы, где практически невозможно войти и выйти со своим имуществом. Есть туристические районы, где активно промышляют ребята из вышеупомянутых мест. Есть средние районы, где у вас, конечно, есть риск быть ограбленным, как и во многих других местах нашей планеты. И есть отличные районы, где, на мой взгляд, прям неприлично, тихо, спокойно и безопасно. По моим ощущениям, большинство наших соотечественников, приезжающих в Аргентину, селятся именно в таких районах. Кстати, если вам интересен обзор безопасных районов, варианты и стоимость жилья в них, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Если увидим интерес к этой теме, то обязательно снимем для вас полезные обзоры. Раз мы обсудили, что основную опасность Буэнос-Айреса представляют кражи, то давайте поговорим и о правилах безопасности тут. Основными предметами, которые могут украсть у вас на улице, естественно, являются кошелек, сумка, ну и телефон.
Причем крадут их обычно следующим образом. Если вы сидите в уличном кафе и беспечно кладете вещи типа телефона на стол, в такой ситуации, безусловно, они совершенно не защищены, и какой-нибудь проходящий или пробегающий мимо воришка может схватить их и умчаться с ними восвоясь. Часто многие кафешки выходят вплотную к дороге. Там еще есть опасность со стороны автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и так далее. Внутри заведения часто работает следующая схема воровства. В кафе заходят граждане, которые предлагают какие-то недорогие товары. Это могут быть носки, полотенца, еще что-то. Здесь довольно распространена эта история. У вас на столе лежит телефон, они подходят, предлагают вам то, что они продают, кладут сверху свои полотенца, которые вам показывают, и второй рукой вытаскивают телефон и уходят с ним. Когда вы их прогоняете от стола, естественно, они уходят, и вы не замечаете в первый момент, что ваш телефон мог пропасть. Один из распространенных методов воровства – это, конечно же, вытащить что-то из сумки. Здесь люди часто носят рюкзаки спереди у себя на груди. Вы можете увидеть много людей по улицам, идущих так. Еще есть варианты кражи телефонов прямо из такси. Например, вы стоите в пробке, на улице теплая погода, окно открыто, вы прекрасно залипаете в свой любимый телефончик, листая соцсети. В этот момент кто-то, проходящий в пробке между машинами, выхватывает телефон прямо через окно и убегает с ним. Маловероятно, что вы успеете выскочить из автомобиля и догнать его. Будьте с этим тоже осторожны. Недавно я ехал в такси, и сам таксист закрыл мое окно, возле которого я сидел, когда по улице вдоль машин ходили попрошайки, объяснив мне, что не стоит так делать в целях безопасности. Недавно мой знакомый стал свидетелем того, как на одной из соседних улиц у женщины украли сумку. Произошло это следующим образом. Она шла вдоль дороги, на плече болталась сумка, подъехал велосипедист, выхватил сумку и умчался восвоясь. Конечно, чтобы такого не происходило, если у вас есть какие-то сумки, то одевайте, пожалуйста, их через голову. Это будет намного более безопасно. Главное, вещи воруют в кафешках, если вы оставляете их без присмотра. На перекрестках могут сорвать сумку и убежать или выхватить кошелек. Могут выхватить из такси. Наверное, все эти вещи так или иначе вам знакомы. Если вам знакомы другие схемы, как вас могут обобрать в Буэнос-Айресе или, возможно, в других городах этого мира, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я уверен, для всех это будет полезная информация. А если подобных комментариев наберется много, то мы обязательно сделаем пост-памятку в нашем телеграм-канале. Ссылку на канал я оставлю в описании к этому видео. Аэропорт находится в черте города. И, что важно, никакой охраны нигде. Вот мы входим на территорию аэропорта. Никаких решеток, никаких лент с рентгенами и еще с чем-то. Все, мы вошли в аэропорт. Все, мы просто с улицы зашли в аэропорт. В международных терминалах абсолютно точно такая же история. Никакой полиции, никаких военных на входе. Мы просто заходим на территорию аэропорта без каких-либо рамок. Это очень круто, на мой взгляд. Давайте подведем итоги и сделаем выводы. Что теперь мы знаем о безопасности в Аргентине? Шансы быть убитым или покалеченным здесь намного ниже, чем, например, в России. Очень маловероятно, что к вам кто-то полезет драться, наедет в баре или пристанет на улице. Процент краж в Буэнос-Айресе действительно очень высокий, но их вполне можно избежать, если соблюдать простые и вполне разумные правила безопасности. Если от переезда или путешествия в Аргентину вас останавливал страх, что здесь очень опасно, то я вас прошу, не переживайте. Этой удивительной стране точно нужно дать шанс и увидеть все самим. Уверен, она вас не разочарует. Друзья, большое спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если он был интересен и полезен для вас, то поставьте этому видео лайк, чтобы его увидело как можно больше людей. И обязательно подпишитесь на наш канал. Впереди ждет много интересного. До новых встреч!